Не подходи. Я уже дала клятву верности другому. Я отдала ему себя целиком. Сегодня, даже если я изуродую свое лицо, я все равно не выйду за тебя замуж. Не надо. Му Юнлань, ты не хочешь выходить замуж? А я, князь, не хочу жениться. Изначально я бы тебя не трогал, только ждал бы 4 года. Потом ты притворилась бы скоропостижно умершей, и я отпустил бы тебя на свободу. Но тебе не следовало так унижать меня. Цзиньчжоу сказала, что если я сама изуродую свою внешность и солгу, что лишилась невинности, Чу Хансяо не тронет меня и даже даст мне развод. Но почему? Все пошло не так, как она говорила. В западном дворе возвести высокую стену, замуровать ворота. Отныне, кроме известия о смерти княгини, ни о чем не докладывать мне, князю. Братец, звуки доносятся оттуда. Злодей. Наверняка там. Пойдем, братец поведет тебя отомстить за маму. Покажем этому злодею, на что мы способны. Хорошо. Говорят, княгиня Хань с первой брачной ночи была заточена в западном саду и до сих пор там. А теперь князь Хань с почестями, подобающими главной жене. Женится на наложнице из побочной ветви, как на второй жене. Эта вторая жена непростая. Вылечила головную боль императрицы-матери и заслужила ее благосклонность. Если бы не ее мать была наложницей низкого происхождения. Ее, пожалуй, удостоили бы титула уездной госпожи. На этот раз императрица-мать лично благословила брак. Велев принять ее как главную жену, даже император не смог отказать. Посмотрите, какое богатое приданое. Всего на 20 паланкинов меньше, чем у княгини Хань тогда. 6 лет я ковала планы и, наконец, вышла замуж за князя Хань, как и мечтала. Хоть и вторая жена, но статус не уступает главной. А моя глупая старшая сестра, заточенная в западном саду столько лет. Наверное, уже еле дышит. Что с того, что она законно рожденная? Все равно оказалась у меня под ногами. Благоприятный час настал. Новобрачные, кланяйтесь. Первый поклон небу и земле. Какая красивая невеста. Князь Хань в 15 лет отправился на войну. В 18 прославился подвигами, в 20 командовал миллионами воинов. На юге прогнал племена Баюи, на севере племена Юэну, на западе покорил цанцев. Защитил народ, умиротворил границы, получил титул божественного воителя Великой Чжоу. Поклон друг другу. Тогда я лишь описала, сколько людей убил князь Хань. Сколько крови на его руках. И это напугало до смерти ту дурную Му Юнлань. После этого поклона я стану законной второй женой князя Хань. Убийцы защищают Ван Е. Что это такое? Я не обезображусь, правда? Ваше Высочество, это не яд, а просто особая краска. Сейчас негасны. Немедленно схватить лиц. Есть. Суметь бесшумно миновать все эти многочисленные посты охраны. И проникнуть в задний двор княжеской резиденции – это, несомненно, мастер высочайшего класса. Ваше Высочество, все убийцы схвачены. Привести их. Ваше Высочество, их не привести, но можно принести. Отпусти меня. Кто эти дети? Отпусти моего брата. Иначе Чжоу от имени Луны истребит вас. Каждый отвечает за свои поступки. Сюгом, это я запустил. Отпустите мою сестренку. Много против одного. Взрослые против детей, вы что, герои? Сестренка, не бойся. Мама говорила, зло не победит добро. Большой злодей, мы тебя не боимся. Как вас зовут? Зачем вы устроили беспорядки в резиденции князя Ханя? Чжоу тебе не скажет. Так тебя зовут Чжоу. Значит, твоего брата зовут Фань-Фань? Нет. Брата зовут Баба.
Так значит, Баба и Чоу-Чоу. Сестренка, мы же договаривались под пытками не сдаваться. Братик, я не специально. Мужские дела решаем по-мужски. Не трогайте мою сестру. Большой злодей бьет детей. Большой злодей посмел обидеть моего брата. Чжоу-Чжоу с тобой сразится. У Чжоу-Чжоу мозги поехали. Эта девочка выглядит такой мягкой, а сила у нее невероятная. Не плачь. Как зовут вашего отца? Объясните, и я отправлю вас домой. Бедные малыши, судьба не благоволит. Негодный отец бросил без жалости. Остались втроем, доля горькая. На троих миска заплесневелого риса. Не наесться досыта, не одеться в тепло. Что за придурок этот отец? Братик, в этот раз рифма вышла. Если сделать восклицанием, гнев передаст лучше. Хорошо. Придурок отец, ничтожество. Я и не хотел пышной свадьбы, как раз есть повод от нее избавиться. Уважаемые гости, сегодня произошел инцидент, вы были напуганы. Позже я пришлю подарки в знак извинений. Ваше Высочество, шутите. Дети просто баловались. Мы позволим себе откланяться. Пошли, пошли быстрее. Моя долгожданная свадьба, и все пропало. Иди сюда, малыш. Ваше Высочество. У меня есть дела, возвращайся пока. Отпусти меня. Наследница, срочно выясни, кто эти два щенка. И какого они звания, что посмели сорвать. Мой долгожданный свадебный обряд. Я с них шкуру спущу. Братик, Чжоу-Чжоу теперь такой высокий. Ну-ка, говорите. Как вы проникли в усадьбу Ханьвана и зачем устроили беспорядки? Дядя, мы извиняемся, простите нас, пожалуйста. Это любимое лакомство Баба и сестренки. Примите в знак извинения. Дядя, почему вы не едите? Дядя, вы все еще на нас сердитесь. Теперь можно говорить. Дядя, досчитаю до 3 и скажу. 3. Баба Чжоу. Все, когда у мамы хорошее настроение, зовет сокровища. Когда спокойное, по имени. А если назвала полное имя? Случайно попадешь под санкции. Не обнимет, не поцелует, не испечет нам печенье. Санкции очень жестокие, мамочка. Мама, когда ты вернулась? Ты сегодня устала. Баба так по тебе скучал, посылаю сердечко. Да, мамочка. Мы так по тебе скучали. Чьи это грязнули? Мама, присмотрись, это твои сокровища. Не может быть, мои сокровища — это душистые малыши. Они 2 зеленых грязнули. Душистые, душистые. Хоть сейчас и вонючки, но помоются, изгодятся. 6 лет. Изгнание медицины вся наследник школы духовного врачевания. Я переселилась в тело первоначальной хозяйки, которая из-за отказа от брака наделала кучу глупостей. Прошло целых 6 лет. К счастью, пространство с целебными травами тоже переселилось, и я смогла поправить здоровье, благополучно родив их. Кстати, вы пока мамы не было, безобразничали, да? Слушайте, мама сейчас очень зла.
Как думаете, сначала отлуплю, а потом помыть или наоборот? Мама, Чоу-Чоу предлагает мыть и бить одновременно. Двойная эффективность. Сестренка, сейчас не время гнаться за эффективностью. Но Чоу-Чоу уже сказал. Мама, может, спросишь еще раз? Ах. Глупыши. Здоровье баба почти восстановлено. Завтра утром я уезжаю с сокровищами отсюда. С этого дня небо высоко, море широко. После выхода из кабинета двое детей принца отправились в западный сад. Я уже связала свою жизнь с другим человеком. Я отдала ему свое тело. Мамочка. Мамочка покажет тебе фокус, хорошо. Смотри внимательно. В западном саду живет только Му Юньлань. Эти двое детей зовут ее мамочкой. Бабушка Чжоу, мамочка покажет тебе фокус, хорошо. Смотри внимательно. Смотри, ничего нет. Держи. Мамочка, ты тоже ешь. Я не буду, ешьте вы. Мамочка уже взрослая. Оставляет фрукты детям, а сама не решается съесть. Все-таки хорошая мать. Взрослые, конечно, должны есть большие. Смотри, у тебя весь рот в крошках. Ой, весь рот перепачкан, и у тебя тоже. Кстати, когда мамочка искупается, расскажу вам сказку на ночь, хорошо? Мамочка раньше рассказывала, как Красная Шапочка избила Серого Волка. Русалочка стала королевой моря, а Линь Даюй вырвала иву с корнем. Сегодня, наверное, расскажу, как Золушка сражалась с мачехой. Да, когда мамочка искупается, придумаю для вас. И расскажу вам. Мамочка, сначала пойду купаться. Рассказывать детям сказки – это не 3 переезда матери Мэн. Должно быть, как Кунжун уступал груше, а не быть королевой моря и сражаться с мачехой. Просто безобразие. Кто здесь? К счастью, в пространстве духовных трав хранилось много инструментов. Это Му Юньлань. Какой бы ты мастер ни был, нож страшнее, какой бы ты мастер ни был, кирпич свалит. Мелкий воришка, ты пришел не туда. Му Юньлань. Ты меня не узнаешь? Неужели этот воришка меня знает? Убийца. Дети, Прячься. Мамочка, бабушка Чжоу уже вымылась и пахнет.
Почему ты еще не идешь? Отпусти меня. Чжоу-Чжоу хочет найти мамочку, если не отпустишь. Я тебя укушу. Мамочка. Вы в порядке? Мамочка, спаси нас скорее, Чжоу-Чжоу и братик. Попали в лапы большого злодея. Спасибо, герой, за помощь. Теперь все в порядке. Идите к мамочке. Герой, она правда меня не узнает. Большой злодей обижает маму. И еще хочет забрать Чжоу-Чжоу и брата. Я не виноват. Мама, что случилось с большим злодеем? Мама дала ему немного снотворного. Мама, он большой злодей, мы его свяжем и продадим за деньги. Брат прав, продадим его, возьмем деньги и уедем. Мама, разве ты недавно хотела уехать? Дорогой твой крик испортил весь наш план побега. Теперь все раскрылось. Мама, Чжоу-Чжоу не хотел. Ты хочешь уйти? Он муж прежней хозяйки Чу Хансяо. Что же произошло за эти 6 лет? Му Юнлань не только полностью преобразилась, но и характер изменился. И вдруг появилось 2 детей. Только что в испуге случайно ранила вас, князь, прошу прощения. Но мы с вами давно не виделись, я вас плохо знаю. Не сразу узнала, это же простительно, правда. Мы с мужем действительно не знакомы, но скоро познакомимся. Что смотреть? Противоядие. Мама, вы с большим злодеем играете, кто первый моргнет. Или кто дурак? Большой злодей, ты проиграл. Мама самая-самая лучшая. Чжоу-Чжоу помогла маме победить большого злодея. Сегодня тоже молодец. Му Юнлань, тебе не стоит объясниться передо мной. Я представлю. Баба, Чжоу-Чжоу, мои дети. Твои. Да, Кто их отец? если скажу, вы, князь, поверите. Не верю. Тогда нет. Их отец уже умер. Как ты можешь такое говорить при детях? А я хочу спросить, князь, почему как только вы приехали? На меня и детей напали. Князь, не должны ли вы? Сначала дать мне объяснение. Дело о покушении я расследую и дам тебе ответ. Мама, ты расстроена. Это потому, что мы не послушались и вышли из западного сада. И поэтому пришли плохие люди, чтобы убить нас. Вы вышли из западного сада. Мама, большой злодей хочет жениться на другой и все время держит маму в заперти. Баба и сестренка хотели помочь маме отомстить. Откуда вы все это знаете? Мы все слышали, что за стеной говорят. Говорят, что большой злодей женится на новой невесте. Мама хочет сказать, что этот большой злодей – ваш отец. Вы все уже знаете. Мама, не обманывай нас больше. Что мы с дерева кукол сорвали. Чу Хансяо. Тот, кого вы называете большим злодеем. Действительно ваш отец. Но мама с ним уже рассталась. Кого он потом захочет женить? Не имеет к нам никакого отношения. Мама, ты не рада. Нет. Мама просто хочет все вам объяснить. Даже если у вас потом не будет отца. Мама будет любить вас вдвойне. Мама, мне и сестре папа не нужен. Если маме нужен муж. Баба может помочь маме найти несколько. Маме не нужно.
Мама, не стесняйся. Что есть у других мам? У тебя тоже должно быть, и даже больше и лучше, чем у других. Когда мы уедем отсюда, Баба поможет маме найти мужа. Чжоу-Чжоу тоже поможет маме найти. Спасибо. Ваше Высочество. Прошлой ночью было две группы наемников. Одна вся приняла яд и покончила с собой. Другая группа – обычные люди, немного разбирающиеся в кулачном искусстве. Получили немного серебра, что развеять западный дворец. Пока неизвестно, кто стоит за этим. Первая группа должно быть нацелена на меня. Что касается последующих, допросите досконально, проверьте все дочисто. Да, я уже выполнил ваш приказ. Окружил западный дворец в 3 слоя. Пока ничего подозрительного. Не спеши. Раз Му Юньлань хочет уйти. Теперь тебе остается только ждать у дерева, пока заяц не прибежит. Держи. Мама, Чжоу-Чжоу принес закуски, маленькую подушку. И игрушки, сделанные мамой. Баба принес лекарства. Если встретишь плохих людей, сразу же их одурмань. Хорошо, теперь мы покидаем дворец князя. Пошли. Увести. Большой злодей, не смей обижать мою маму. Большой злодей, отпусти меня. Жуин, отведи детей перекусить. Большой злодей, мы не хотим твоей еды. Я, князь, буду обижать вашу маму. Большой злодей, мы будем есть много-много, обеднеешь. Мне нужно подумать, как спасти маму. Мама, не бойся, жди нас. Поспешно сбежал. Потому что я обнаружил, что у тебя 2 детей. Поэтому тебе совестно. Возможно ли, что я и дети? Просто не хотим тебя видеть. Ты. Боковая наложница Му прибыла. Кто ты? Несколько лет не виделись, сестрица не узнала меня. Ты Му Юньлань. Как это возможно? Разве твое лицо не было изуродовано, и ты заперта в западном саду? Как это возможно? Разве твое лицо не было изуродовано, и ты заперта в западном саду? Как принц вдруг выпустил эту стерву Му Юньлань? Если бы тогда Му Цзиньжоу не потеряла первоначальную хозяйку в брачную ночь, унижать Чу Хансяо, первоначальная хозяйка не была бы доведена до смерти. Раз уж все сами пришли, не наступить пару раз в отместку кажется как-то неправильно. Сегодня ты поспешно пришла, чтобы мне, главной жене, подать чай и выразить почтение. Принц никогда не говорил, чтобы я тебе кланялась и подавала чай. Более того, сестрица, одетая так, действительно не по правилам. Сестрица, не обижайся. Между супругами это забава, ты со временем поймешь. Принц. По правилам, я должна подать чай сестрице. Только вот императрица-мать сказала, чтобы я вошла в дом с обрядом главной жены. Таким образом, это, пожалуй, ударит по лицу императрицы-матери. Сестрица, неужели ты хочешь, пренебрегая лицом принца, пойти жаловаться императрице-матери? Я не это имела в виду. Раз сестрица хочет, чтобы я подала чай, тогда я подам. Я главная, ты боковая. Передо мной ты должна называть себя наложницей. Твоя мать тоже наложница, разве она не научила тебя? Как быть чужой наложницей? Это стерва Му Юньлань. Совсем не такая, как раньше, словно другой человек. Зная сегодняшний день, тогда надо было сразу прикончить ее. Княгиня, наложница. Признает ошибку.
Сестрица, пожалуйста, прими чай. Сестрица, даже если ты недовольна моим вхождением в дом, не следует так мучить меня. Принц, возможно, вчера вечером слишком устал. Поэтому не удержал чашку. Это все твоя вина. Вчера была моя брачная ночь, князь, а ты пошел к этой подлой Муюнлань. Князь. Может, сестрица сначала переоденется, чтобы не простудиться. Давайте вернемся к нашему разговору, хорошо? Слуги. Проводите наложницу в ее покое. Князь, Я не хочу повторять. стерва, я отомщу за сегодняшнее унижение. Погоди. Князь. Говори. Кто отец? Твоих двоих детей. Князь, зачем так строго? Если они тебе нравятся. Я велю Баба и Чучоу звать тебя папой. Если не нравится, я просто уйду с ними. Ты смеешь издеваться надо мной? Как смею. Слуги. Отведите княгиню в Западный дворец. Не надо. Я сама дойду. А где Баба и Чучоу? Раз ты говоришь, что они мои дети. Я оставлю их здесь, чтобы пораньше сблизиться. Что? Ты говоришь, что те двое детей называют Муюнлань мамой? Неужели они княжеского рода? Если так, их втроем не держали бы в Западном дворце до сих пор. Раз не княжеские, значит, уличные выродки. Сделай для меня одно дело. Дядя Баба угощает тебя рыбой. Настоящая жареная рыба с любовью от милашки. Впервые вижу зеленую жареную рыбу. Откуда в усадьбе собака? Князь – это любимец вдовствующей императрицы. За ним недавно ухаживает наложница. Передай наложнице, если не сможет ухаживать за этой тварью. Пусть поскорее отправит ее обратно. Если повторится то, что только что было, я не пощажу. Слушаюсь. Не испугались только что? Чоу-Чоу не боится. У Чоу-Чоу много сил. Дядя, что с твоими зубами? Открой рот, а? Попадешь, злодей. Злодей, если ты съел рыбу от Чоу-Чоу. Станешь заикой. Конечно же. Сестренка очень крутая, все, что она делает, получается ядовитым. Мамуля, это же дар от природы. Чё вы тут проказничаете? Плохой зе злодей пугает Чжачжоу. Дворцового врача. Сюда. Что с ним? Не волнуйтесь, ваше высочество. Двое маленьких господ просто немного испугались. Ничего страшного. Но у молодого господина врожденная слабость организма. Сердце и легкие у него очень слабые. Нужно в будущем быть особенно осторожным. А почему я заикаюсь? Ваше высочество, этот токсин раздражил ваш язык и вызвал временное заикание. Ничего серьезного нет. Злодей. Баба-аба. Злодей, ты теперь заикаешься. Правильно. Прости нас. Нас двое, ты должен 2 раза сказать «извини». Только тогда мы тебя простим. Простите меня. Дети не держат зла на взрослых, мы не будем злиться на этого злодея. Где мамуля? Чжачжоу хочет к маме. В Саяне. Вы пойдите покушайте сначала. Вечером я вас отвезу обратно. Слово держать будешь. Буду.
Пойдем на пальцах поклянемся. Клялись на пальцах. 100 лет не изменять печать. Готово, я поставила печать. Если не сдержишь слова, превратишься в собаку. Хорошо. Пес ты этакий. Думаешь, если заложил лаз для собак, сможешь меня удержать? Мечтай. Баба и Чжэчжоу. Этот злодей ушел во дворец и до сих пор не вернулся, эх. Совсем на него нельзя положиться. Давай мы сами пойдем искать маму. Плохая собака сдохла. Вы двое маленьких выродков. Осмелились убить любимого питомца императрицы. Стража. Схватить их. Дерзость. Я же хозяйка поместья Ханьван. Как вы смеете ослушаться моего приказа? Жить надоело. Кто это? Му Юньлань, ты посмел ударить меня. Му Жиньчжоу, ты всего лишь наложница. Как ты смеешь называть себя хозяйкой усадьбы? Мама, мы так по тебе скучали. Отлично, Му Юньлань, ты осмелилась изменять с мужчиной. И родила 2 ублюдков. Заткнись. Ваше Высочество. Княгиня изменила с любовником и родила 2 ублюдков. Ранен. Ваше Высочество, вот эти 2 щенка. Повредили любимца императрицы. Ваше Высочество, эта собака умерла от яда. Яд. Ся Цзинь только что съел зеленую жареную рыбу. В этой рыбе был мышьяк. Чжоу-Чжоу не добавлял мышьяка. Ся Цзинь раньше шалил, чуть не навредил тебе. Поэтому вы затаили злобу и умышленно убили любимца императрицы. Чжоу-Чжоу хороший мальчик. Чжоу-Чжоу не делал. Наша жареная рыба была для дяди. Что вы еще хотите отравить князя? Нет, вы врете. Сестра, какой хитрый план, зная, что князь к детям. Не питает подозрений, поэтому сначала заставила их. Разрушить мою свадьбу, затем подговорила их. Отравить князя и, наконец, даже любимую собаку императрицы. Не пощадила. Кто из вас видел, как Ся Цзинь ел жареную рыбу? Я служанка. А ты контактировал с Ся Цзинем? Нет. Нет. Вы с фонарями отойдите подальше. Что это? Это приправа Чжоу-Чжоу. Зеленая, сверкающая, очень красивая. Чжоу-Чжоу каждый раз, когда готовит жареную рыбу, посыпает флуоресцентным порошком. Кто контактировал, обязательно оставит следы. Значит, мои зубы тоже. Посмотрите на эти руки в ночном свете. Неужели ты засовывал жареную рыбу в пасть собаки? Умышленно убил любимца императрицы. Подставил молодых господ, признаешь вину? Нет, служанка – это наложница. Подлая служанка осмелилась убить любимца императрицы, тебе не жаль жизни. Подумай о своей семье. Служанка признает вину, князь, это я, наложница, плохо воспитала. Еще раз прошу наказания от вашего высочества. Чу Хансяо не говорит. Неужели он хочет, чтобы я наказал его любимую наложницу, невзирая на него? Что он задумал? Любой, кто посмеет обидеть моих детей, не уйдет безнаказанным. Сестренка, ты оскорбила именно меня, госпожу князя и маленьких господ. К чему тебе спрашивать князя? Князь не поддерживает меня. Неужели я ошиблась в догадках? Неужели эти 2 маленьких ублюдка действительно кровь князя? Старшая сестра, я, наложница, знаю, что была не права. Как бы старшая сестра не наказала. Я, наложница, смиренно приму наказание. Прислуга.
Наложница, нарушившая субординацию, оскорбила меня, госпожу князя, и запятнала честь маленьких господ. 30 пощечин в назидании другим. Что касается Чуньхуа и Чуньцзин, немедленно увести и допросить. Князь, я виновата. Муж, не знаю, доволен ли ты моим решением. Сестренка, на этот раз ты должна запомнить урок, верно? Му Юньлань, я обязательно заставлю тебя умереть мучительной смертью. Ты, как вышла. Естественно, вышла пешком. За западный двор ворота заперты на замок. А разве нет еще одной стены? Перелезть через стену. Ты, хороша, молодец. Малыши, скорее спасайте маму. Принято. Мама, мы хотим спать. Князь, мне нужно сначала уложить детей, уже поздно. Ты тоже сначала возвращайся. Хорошо, спать. Большой злодей, не надо. Большой злодей, отпустить Шоу, скорее отпусти. Баба сейчас устроит истерику. В постель спать. Хорошо, мама, мы ждем маму в кровати. Хорошо. В брачную ночь ты обещал мне, что я могу инсценировать смерть и покинуть княжескую усадьбу. Это все еще в силе. Покинуть усадьбу. Она все еще хочет найти того ублюдка. Чу Хансяо, что ты делаешь? Му Юньлань, ты моя женщина. Передо мной еще смеешь думать о других мужчинах. Что ты несешь? Я просто хочу увести 2 малышей. Ты тоже можешь выдвинуть условия, все, что смогу сделать, не откажусь. Никакой возможности. Почему? Я это номинальная принцесса-консорт. Не имею в резиденции никаких прав, даже ребенка защитить не могу. Ведение хозяйства передаю тебе. Чу Хансяо, разве ты не ненавидел первоначальную хозяйку? Почему сейчас? Не только не прогоняешь нас, но и отдаешь мне ведение хозяйства. Неужели он сошел с ума? Если посмеешь сбежать тайком, в течение 3 дней приказы о розыске распространятся по всей стране. Неужели ты хочешь с ребенком жить? В постоянном страхе и скитаниях. Я могу жить в страхе и скитаниях, но ребенок нет. Принцесса-консорт. Принц приказал. Прислать вам несколько служанок для распоряжений. Хуа Цзянь. Она даже смогла проникнуть в резиденцию принца, умница. Она остается, остальные могут удалиться. Слушаюсь. Хуа Цзянь, приветствую госпожу. Вставай скорее. Хуа Цзянь, как тебе удалось проникнуть в резиденцию принца? Ты все устроила в Чжуинге. Рабыня все устроила. В последнее время. Я постоянно следила за новостями из резиденции принца. Увидела, что управляющий Цин набирает слуг. Я подошла и предложила себя, и меня выбрали. Хорошо. С тобой рядом мне будет удобнее действовать. Принцесса-консорт, наложница-консорт хочет отправиться во дворец, чтобы навестить императрицу-мать. Спешу доложить. Если младшая сестра идет во дворец навестить императрицу-мать, это тоже проявление сыновней почтительности от имени принца. Пусть идет. Слушаюсь. Раз уж ты так спешишь во дворец жаловаться императрице-матери. Я, конечно, должна тебе помочь. Посмотрим, как ты сама себя погубишь.
Доброе утро, принц. Доброе. С самого утра. Ты что тут устроил? Теперь я управляю хозяйством. Западный двор все время запечатан, это непорядок. Естественно, нужно снести высокую стену и перестроить. Кстати, в твоей личной сокровищнице много хороших вещей. Мне и ребенку они очень нравятся. Но в резиденции. На счетах слишком мало серебра, муженек. Тебе нужно хорошо постараться. Награждаю тебя красным цветочком. Личная сокровищница. Откуда у тебя ключ? Дядя Баба сделал по замку кладовой. Ключик, который мама сделала. Собачий мужчина знает, что его личный сейф взломали, наверное, сердце болит. Лучше всего просто выгнать нас троих. Милый, как говорится, сына воспитывай в строгости, а дочь в роскоши. Чжоу точно не должна терпеть лишения. Баба, он же мальчик. По идее, не должен быть таким избалованным. Но с детства у него слабое здоровье, нужно много лекарств. Для тщательного восстановления. Это все деньги. Милый, я как-нибудь переживу, но как бы не было трудно. Детей нельзя обделять. Деньги в казне княжества. Мигом улетучиваются. Мне пришлось взять немного из твоего личного сейфа, чтобы покрыть расходы. Ты ведь не рассердишься. Побыстрее прогони нас троих, пусть сами выживают. Не будет. У меня под управлением еще есть несколько усадеб и лавок. Позже велю управляющему доставить тебе книги учета и доходы. Я снес западный дворец, ты не сердишься. Баба и Чоу держали в западном дворце. Действительно неподходяще. Перестраивай по своему замыслу. А личный сейф? Пользуйся, как хочешь. Если не хватит, я еще подумаю. У этого Чухансяо мозги коротнуло. И даже это его не разозлило. Княгиня. Ванье, княгиня, с госпожой ему случилась беда. Княгиня Хань. Вдовствующая императрица приняла лекарство госпожи Му. Приступ мигрени усилился. Император в гневе приказал наказать. Отправили ее обратно в княжество. Просим княгиню Хань усилить надзор. Да. Раньше я добавила в лекарство Муцинжоу. Несколько ингредиентов обычным людям не вредит. Но если примет человек с истощенной энергией и кровью, вызовет сильнейшую головную боль. Теперь видно, Муцинжоу действительно использовала истощающие силы жестокие лекарства, чтобы лечить головную боль императрицы. Как может быть? Мое лекарство раньше явно было в порядке. Как теперь может не действовать? Сестричка, как понравилась эта порка? Это ты. Это ты подделала мое лекарство. Сестричка, что ты говоришь, я не понимаю. Зачем ты так со мной? Я же твоя родная сестра. Иначе как бы я, старшая сестра, так о тебе заботилась. Лекарство, которое я сама приготовила, тоже очень дорогое. Му Юньлань. Так это ты. Я с тобой разделаюсь. Наглость. Покушение на принцессу – это смертная казнь. Ваше Высочество, эта сестра, она подстроила заговор против меня. Заткнись. Если еще раз очернишь принцессу, я тебя не пощажу. Эта заколка разве не приданая прежней хозяйке? Неужели Чухансяо присвоила ее приданое, а потом подарила Муцинжоу? Что это у нее за выражение лица? Я же только что ее спасла. Я не могу доказать, что Му Юньлань помешало что-то лекарство. Только что пытался ее ранить, и принц это видел. Сейчас лучше смириться. Сестрица, сестрица, умоляю, пощади меня. Я только что. Я слишком сильно пострадала, у меня были галлюцинации. Подумала, что сестрица – злодейка. Поэтому и напала на тебя. Сестренка на мгновение потеряла голову, должно быть, потому что в последнее время слишком много всего произошло. Раз уж так, оставайся в Фанфейге и хорошенько успокойся. Ты – стерва.
Я только что вышла замуж, и еще не была в брачной ночи, а ты уже под домашний арест. Ваше Высочество. Скорее проводите наложницу обратно. Есть. Ваше Высочество. Любой, кто попытается очернить. Бабауч-жоуч-жоу. Не сдобровать. Муюньлань, это стерва. Оказывается, подсыпала яд в мое лекарство. Как тебе это удалось? Наложница, беда. Принцесса с людьми вывезла все ваше приданое. Все дочисто. Что? Служанка, как смеешь причинять боль барышне? Жить надоело. Бесполезная тварь. Помедленнее. Сестрица-принцесса. Ты, будучи законной женой принца Ханя, даже приданой наложницы хочешь присвоить? Не слишком ли это перебор? Я помню, когда выходила замуж в княжеский дворец. Матушка подарила мне несколько рулонов превосходного южного шелка. Вышивка и узор точно такие же, как у этого. В то время Муюньлань всеми силами хотел расторгнуть помолвку. Нет времени заниматься деталями свадьбы, я под предлогом сбора приданого. Тайно заменила ее приданое. Никогда не думала, что она сможет выжить после унижения князя. Не беспокойся, я великодушна. Не буду спорить с вором. То, что принадлежит мне, принадлежит и сестре. Если сестре нравится это, просто возьми и используй. Мне кажется, украшения в фанфейге слишком вычурные. Не подходят для спокойствия сестры. Цинь, забери все. Да. В комнате стало гораздо тише. Ах, да. Сестренка, я только что бегло посмотрела, помимо моего приданого. Ты, кажется, накопила немало серебра. Это мое. Я знаю. Ты сама только что сказала, что твое — это мое. Я все заберу. Продолжай копить деньги, сестренка. Смогу ли я жить хорошо в будущем, зависит только от тебя. Я. Наследная наложница, что с вами? Наследная наложница. Третий брат, ты правда растишь детей для третьей невестки и другого мужчины? Такие милые. Идите сюда, хорошие малыши, дайте дяде обнять вас. Не видите меня, не видите меня. Третий брат, позволь мне обнять хоть одного. Братец, этот человек похож на людоеда, большого серого волка. Сестренка, можешь убрать слово «похож». Не бойтесь, малыши. Дядя завтра возьмет вас. Погулять? Хорошо. Купит вам конфет. Погулять. Правда, можно выйти из усадьбы? Баба и сестренка никогда не выходили наружу. Там интересно. Му Юньлань была права. Детей нужно растить в богатстве, чтобы их нельзя было обмануть несколькими словами. Конечно. Так, дядя. Завтра же возьмет вас погулять. Ура! Жуин, отведи детей немного погулять. Да. Третий брат, эти 2 дня при дворе из-за твоего дела. Поднялся шум. Говорят, ты растишь чужих детей. Я уже приказал сготовить информацию об Абар и Чоу-Чоу. Кто ее раскрыл? Это... Эх, третий брат. Может, отдашь их мне? Я выращу. В конце концов, при дворе я не боюсь их пересудов. И я не боюсь гнева отца короля. Это же не родной ребенок. И что такого? Знаешь, в жизни не стоит быть слишком принципиальным. Мечтай. Третий брат, не будь таким жадным. Я пришла не разлучать вас, я хочу к вам присоединиться. Кто-нибудь, проводите гостя. Третий брат, когда договорились, завтра я приеду за тобой и ребенком. Мы погуляем, а я пока ухожу. Что тебе нужно от меня? Мое преданное. Можете ли вы вернуть его мне, князь?
Ты сама прекрасно знаешь, где твое приданое. Я 6 лет была под арестом, отрезана от всего мира, откуда мне знать. Муинлань, ты что, подозреваешь меня? Что я присвоил твое приданое? Не смею. Я просто подумала, что нашему княжескому двору не хватает средств. Поэтому решила достать часть приданого, чтобы поправить дела. Когда Муинлань сбегала с тем писарем, чтобы добыть деньги, она поменяла приданое местами. Зачем же сейчас? Ты так лицемеришь. Почему ты так смотришь на меня? Ты же хотела вернуть приданое, и я сейчас покажу тебе. Все то приданое, что ты привезла с собой. Я обязательно выясню, что именно случилось. С моим приданым. Это все мое приданое. Эта предыдущая хозяйка совсем без головы. Даже не заметила, что приданое поменяли. Если это дело сделала не Чухансия, то осталось только Муюньчжоу. Мамочка, если... Баба говорит, это если вдруг мы с сестрой. Пойдем погулять с плохим дядей, ты будешь расстроена. Выйдите. Выйти из дворца. 4-й дядя сказал, что возьмет нас погулять. А как раз завтра у меня есть дела за пределами дворца. Мамочка, можно мы с тобой пойдем? Конечно, можно, только вы хорошо присмотрите за мной. Вот вам защитные пилюли. Здорово. 5 лет вы просидели в западном саду, мои милые, вам пришлось нелегко. Мамочка обязательно выведет вас отсюда, чтобы вы как следует увидели этот красочный, прекрасный мир. Чжачжоу, тебе нравится? Нравится, дядя купит тебе. Купить. Как-то неудобно. Обязательно купим. Дядя, нельзя покупать. Почему? Покупка и продажа детей – это преступление. Мелкий сопляк осмелился заглядываться на мою племянницу. Ты уже 3 года в браке и нет наследника. Не думал о наложнице. Третьяк, разве не ты говорил, что мужчина не должен метаться? Нужно быть верным. К тому же, я уже женился на Минфэй. Мне достаточно одной ее. А это женщина. Третьяк, она как фея. Третьяк, я, кажется, ошибался. Третьяк, хоть мужчина и должен быть верен, но если красавица может быть настолько прекрасна, то я, пожалуй, не против. Тебе нельзя. Я просто шучу. Эй, Третьяк, ты и та в заднем дворе. Так сильно поссорились. Даже наложницу взяли по принуждению. Не думал найти кого-то заботливого. За 20 лет я ни разу не видел, чтобы Третьяк. Так смотрел на девушку. Железное дерево зацвело. Госпожа, нам пора в Чжуинге. Третьяк, я видел, та девушка пошла в Чжуингэ. Видимо, происхождение у нее непростое. Что это за место? Чжуингэ? Чжуингэ появилась 2 года назад из ниоткуда. Специализируется на товарах для женщин. Моя жена обожает румяна и пудру из Чжуингэ. На днях, чтобы купить ей несколько коробочек. А косметики размером с ладонь я потратил 300 лянов. Сердце кровью обливается. Так что эта девушка наверняка из знатной семьи. Иначе обычный человек просто не потянет. К товары из Чжуингэ. Эй, Третьяк, может, тоже сходим посмотреть? Хорошо.
Это тоже неплохо. Как она танцует. Управляющий ему, наконец-то вы. Вы говорили, что вас удерживает подлец. Теперь вы здесь, значит. Вырвались из клетки. Тот подлец угрожает безопасности моего ребенка. Я пока не могу уйти. Бывает же такое. Мулань. Где этот подлец? Я госпожа. Разорву его за вас. Госпожа Налань. Смотрите, это госпожа Налань. Госпожа Налань, супер VIP. Первый фанат продолжений. Ваше Высочество, следите за имиджем. Поздравляю, госпожа. Остаточный яд в вашем теле уже выведен. Мулань, спасибо тебе, иначе я бы давно умерла. Вы слишком любезны, госпожа. Мулан, тебе правда не нужна моя помощь. Если твой муж не принц, а кто угодно другой. Я смогу помочь тебе выбраться из этой беды. А если он принц, именно он, то пусть Сиоэр тайком поколотит его. Но мой несчастный муж как раз и оказался принцем. Мулан, Не нужно, госпожа, я сама что-нибудь придумаю. Всему свое время, выход всегда найдется. Господин, здесь двое пятилетних детей, говорят, ищут маму. Их зовут Баба и Чоу-Чоу. Как эти малыши сюда добрались? Быстро впустите их. Мама. как же эти два комочка выглядят? Так похожи на Сиаэра в детстве. Госпожа, это мои дети. Баба и Чучжоу. Здравствуйте, красивая тетя. Здравствуйте. Какие милые. Возьмите, на сладости. Госпожа, это никак нельзя. Мулан, мой сын не оправдал надежд, уже в годах. А внука мне так и не подарил. Увидев Баба и Чучжоу, я почувствовала такую теплоту. Это мой подарок малышам на знакомство. Ты не должна отказываться. Если бы я знала, что зарабатывать так легко, зачем мне было вставать ни свет ни заря? И катать пилюли красоты. Пусть два милых малыша пассивно помогают. И деньги появятся. Спасибо, красивая тетя. В моем возрасте я уже могу быть вашей бабушкой. А вы все тетя да тетя. Сестру папы называют тетой, младшего брата папы, дядей. Бабушка дяди – это мама папы. Здорово. Госпожа, пора возвращаться. Мулан, дворец. В усадьбе строгие порядки, мне пора. Хорошо, госпожа, берегите себя. До свидания, красивая тетя. До свидания. Вот они, вот они. Третий брат. Не стой просто так. Скорее говори. Девушка, ты, наверное, из-за заботы о моих детях. Нет времени покупать вещи. Пусть третий брат еще с тобой погуляет. Третий брат, я уже тебе дорожку под ноги подстелил. Быстрее поднимай ноги. Идем дальше вверх. Только что слишком разволновался, забыл тебя представить. Это мой третий брат, Чу Хансяо. Так это ваше высочество Ханьван. Давно наслышан о вас, прошу прощения за невежество. Ой, оказывается, девушка знает моего третьего брата. Вот и отлично. Можно осмелиться спросить, как зовут девушку. Му Юньлань. Ой, прекрасное имя. Значит, девушку зовут. Му Юньлань. Третий брат. У меня, кажется, уши ослепли. Короче, я пойду вперед. Кстати, Я позабочусь о двух малышах. Ты с третьей невесткой хорошо погуляй. До свидания, мама. Какое у тебя отношение к Чжуинге? Почему ты там появилась? А если я скажу, князь поверит? Лучше, князь, сам проверь. Покопайся, будут сюрпризы. Юмилань, это ты. Я наконец-то нашел тебя. Ты кто? Тебе не нужно притворяться, что не знаешь меня, чтобы защитить меня. мы с тобой взаимно влюблены. Не нужно считаться с другими.
Это же тот ученый, который нравился оригинальной хозяйке. Это и есть тот сюрприз, который ты велел мне найти. Нет, не я. Юнилань, не бойся. Ваше высочество Ханьван, 6 лет назад. Юнилань уже согласилась уйти со мной на край света. Но ты ее заточил. Я ждал 6 долгих лет. Больше не позволю ей страдать. Сегодня я забираю ее с собой. Ищешь смерти. Не думал, что Му Цзиньчжоу настолько не терпится. Подсунуть мне своего любовника. Да еще и устроить такой скандал при всех. Хочет окончательно уничтожить мою репутацию. Мы с Юнилань искренне любим друг друга. Ты можешь забрать ее тело, но не ее сердце. Ты ошибаешься. Я, князь, могу забрать и твою жизнь. Юнилань, не бойся. Приданое, которое ты мне дала. Я все спрятал 4 года назад. В том старом месте, о котором мы договорились. Помнишь? Не убивай его. Повтори. Ты не можешь его убить. Ты так его защищаешь. Чу Хансяо, успокойся. Если он умрет, тогда поползут слухи. И я хоть в Хуанхэ прыгни, не отмоюсь. Юнилань, я знаю. Ты специально разыгрываешь для него спектакль. Все это, чтобы защитить меня. Да заткнись ты уже. Юнилань, неужели ты все забыла? 6 лет назад мы договорились сбежать. Я оставил твое приданое. В той бамбуковой хижине, где мы впервые встретились. Если не веришь, пойдем, я тебе покажу. Хорошо, на приданое стоит взглянуть. Приветствую князя Ханя и княгиню Хань. Господин Сун Тиньюй обвиняет меня в неверности, используя в качестве предлога якобы подаренное мной ему приданое. Прошу вас, господин, выступить свидетелем. Не стоит церемоний, княгиня. Ты должен был быть под домашним арестом. Что ты здесь делаешь? Князь Жоур узнала, что старшая дочь снова завела роман. С тем мужчиной и, беспокоясь о вас, поспешила сюда. Наложница Лю. Столько лет не виделись, а ты все та же сплетница. Сун Тиньюй, ты уверен, что приданое внутри было подарено мной? Совершенно уверен. Господин, прошу вас, пошлите людей вынести эти вещи. Как только приданое будет вынесено, князь придет в ярость. Тогда Му Юнилань будет окончательно уничтожена. Почему приданое Му Юнилань? Внезапно стало моим сундуком с приданым. Мама, если кто-то увидит, что в сундуке мое приданое, мне не отмыться. Князь, этот Сун Тиньюй, мошенник. Он обманом забрал приданое княгине, обвинил ее в связи с ним. А затем сбежал с деньгами. В последние годы. Он постоянно приходил к Жоур за деньгами. Если не давали, он угрожал испортить репутацию княгини. Жоур, чтобы защитить княгиню, отдавала ему часть своего приданого. Наложница Лю, ты хочешь сжечь мосты. Князь, сестра, это я виновата, что поверила этому бесстыдному мошеннику. Стерва, врежь. А как же эти вещи? Сун Тиньюй вымогал, и Жоур пришлось отдать их ему. Жуин, заткни этому мошеннику рот. Уведите его, чтобы не порочить честь сестры. Сестричка, чего ты так торопишься? Сун Тиньюй, что ты еще можешь сказать? Ваша светлость, князь Хань, между мной и княгиней ничего не было. Все это Козни Лю и ее дочери. Они дали мне большую сумму, чтобы я соблазнил княгиню. Му Юнлань сама изуродовала свое лицо в свадебную ночь. Она заявила, что ее обесчестили, но если это ложь, то Бабао Джоу мой ребенок. Сун Тиньюй, тебе конец. Ты еще смеешь клеветать? У тебя есть доказательства? Доказательства? У меня нет доказательств. Няня Ван, вот свидетель.
Нет, Ваша честь, я правда не знаю. О чем это он? Взять няню Ван и доставить во дворец. Я сам ее допрошу. Что касается Сун Тиньюэ, я верю, что господин начальник управы разберется по справедливости. Да, я обязательно все тщательно расследую. Помогите. Ванье, слуги из Фанфейга постоянно ошибаются, подводя сестрицу. Может всех выгнать из дворца, а сестрице подобрать новых. Решай сама. Слушаюсь. Что все еще не признаешься? Жоуэр. Тетушка. Няня, как няня. А сестрица очнулась. Му Юньлань, зачем ты пришла? Тетушка Лю. 6 лет назад. Ты подослала убийц к семье Сун Тиньюэ. Но Сун Тиньюэ уехал и избежал гибели. А твои люди, нанеся его отцу 2 удара ножом, сбросили его в реку. Я права. Не понимаю, о чем ты? Жаль только, что он не умер. Не может быть. Тетушка Лю, если не веришь, как хочешь. Наем убийцы. Попав в тюрьму, тетушка поплатится жизнью. Ван Фэй. Чего ты хочешь? Мое преданное. Наверное, его можно найти, да. Разве приданое уже давно не забрала Ван Фэй? Где оно сейчас, Ван Фэй сама знает. Похоже, договориться не получится. Подожди. Я подумала. Его действительно можно найти. Тогда потрудись, тетушка Лю, вернуть его мне. Вот приданое сестрице я специально вернула. Тетушка, что теперь делать? Придется пока восполнить твоим. С чего это? Не волнуйся, то, что тебе принадлежит. Мать обязательно вернет тебе в целости. Ах, это... Что случилось? Как так получилось? Вот это Му Юньлань. Он нас всех надул. Приданое. Все мое приданое пропало. Мама, плохой дядя нас не любит. Он что-то сделал. Что огорчило Баба? Нет, Баба услышал от других, что плохой дядя не любит маму и нас. Лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. Многие вещи нельзя оценивать только на слух. Нужно и своими глазками посмотреть, понял? Угу, поняла, мама. У нас есть не только глаза и уши, но и умная голова. Все, что увидели глаза и услышали уши, нужно обдумать своей головой. Умница, малыш. Баба и Чучжоу явно привязаны к Чухансяо. Раз им нужен хороший отец, то с отъездом придется повременить. СПИ. ММ.
Госпожа княгиня. Княгиня, князь прислал вам и юным господам свежих фруктов. Ура, фрукты! Баба Чжучжоу. Что вы думаете? Беспричинная любезность. Скрытый обман или подвох. Большое спасибо щедрой природе. Не удалась одна хитрость, придумал другую. Неугомонный негодяй. Баба, скажи, что этот Чу Хансяо задумал? Когда же это кончится? Ваша светлость, вы уже 30 раз спрашивали. Княгиня забрала подношение, но ничего не сказала. А Баба и Чоу-Чоу? Юный господин в своей комнате изучает уголовное право, а юная госпожа в Ланцюйгун играет с водой. Чоу-Чоу идет. Да, она уже здесь. Пошли. Поймала, поймала. Вау, какая молодец. Так ловко. Чоу-Чоу. Дядя, Джоу-Джоу поймала большую жирную рыбку. Пошли домой. Сварим маме и братику суп. Дядя. Да, дядя. Я понял. А сегодня матушка упоминала ли моего отца? Нет. Вот что. Баба и Чоу серьезно. Чтобы они называли меня отцом, нужно искать другой подход. Не убегай. Иди сюда. Как Чжаджоу должен меня называть? Злой дядя. А как Баба должен меня называть? Дядя. Третий брат. МММ. Умница. Чжаджоу, как ты должен меня называть? Третий брат. Папа. Папа. Ну же, называй. Баба и Чжаджоу слишком умные и смышленые. Похоже, заставить их изменить обращение будет не так просто. Князь, из дворца пришел гонец. Отведите Баба и Чжаджоу вниз. Есть. Иди, Чжаджоу. Передаю устный указ императора. Князь Хань совершил слишком много убийств, из-за чего состояние здоровья императрицы ухудшилось. С сегодняшнего дня наказываю вас заточением в поместье и переписать 100 свитков сутр. Князь Хань, почему вы не принимаете указ и не благодарите за милость? Наш князь расстроился, потому что узнал, что по его вине у императрицы ухудшилось здоровье, он очень переживает, просто отволновался. Князь, поблагодарите за милость. Ваш сын принимает указ и благодарит за милость. Третий брат. Почему отец внезапно наложил наказание? Я только что вернулся из павильона Чжуянь, снаружи об этом уже все говорят. Императрице стало хуже, и астрономическая служба посчитала, что
Все из-за того, что князь совершил слишком много убийств. Из-за чего здоровье императрицы и ухудшилось. Но третий брат сражался с врагами ради защиты страны и народа. Эти продажные бездельники из астрономической службы. Я пойду разберусь с ними. Не нужно. Князь, давайте подготовимся к переписыванию сутр. Переписывать сутры. Да, именно переписывать сутры. Ай, у меня так сильно болит голова. Я слышала, что у императрицы прабабушки плохое самочувствие, мне следовало давно прийти во дворец с визитом. Не знаю, как ее состояние сейчас. Ваш дворец Хань убил моего Сяодзиня. Ты еще смеешь сюда приходить? Ты. Ай-яй-яй. У меня голова болит ужасно. Ай, великая императрица. Люди, скорее. У великой императрицы приступ мигрени. Скорее доложите императору. Гуй-мама, у меня голова действительно болит. На этот раз великая императрица не похожа на притворяющуюся. Неужели у великой императрицы действительно приступ? Скорее позовите врача. Бабушка, что с вами? Император прибыл. Болит ужасно. Приветствую, отец. Бабушка, с вами все в порядке? Приветствуем императора. Ваше высочество, наследный принц. Бабушка, с вами все было хорошо. Почему вдруг разболелась голова? Ваше Величество, эта принцесса Хань разозлила великую императрицу. Астрономическое управление говорило, что здоровье великой императрицы не в порядке. Из-за убийств, совершенных принцем Хань. Сегодня принц Хань вошел во дворец. И болезнь великой императрицы внезапно обострилась. Это... Третий. На тебе тяжелая аура жестокости. Немедленно возвращайся во дворец и размышляй о своих ошибках. Отец, Услышав, что здоровье бабушки не в порядке, принц вместе с нами и 2 детьми всю ночь переписывал сутры, чтобы молиться за бабушку. сыновняя почтительность принца тронула небо и землю. Разве этого недостаточно, чтобы искупить ту жестокость, которую он неизбежно накопил, Защищая страну и убивая врагов. Отец, хотя бы покажите бабушке буддийские сутры, которые переписал принц. Отец, у вашего сына искренняя сыновняя почтительность. Прошу вас, отец, разрешить. Разрешаю. У меня голова ужасно болит. Что за сутры ты мне показываешь? Не болит. У меня голова действительно перестала болеть. Ваше Величество, пульс великой императрицы уже стабилизировался. Это же не чудодейственное лекарство. Как сутры могут помочь? Я добавил на сутры лекарственный порошок. Великая императрица вдохнула его, и мигрень естественно прошла. Наследный принц использует ауру жестокости, чтобы подавить Чухансяо. Сегодня я использую сыновнюю почтительность, чтобы окончательно помочь Чухансяо укрепить свои позиции. Посмотрим, кто теперь посмеет сказать, что он непочтителен или несчастлив. Третий. Твоя сыновняя почтительность велика. Отец всегда это понимал. Вставай. Благодарю, отец. Похоже, иероглифы действительно хорошо написаны. Главный врач Чан. Здесь. Возьми и посмотри хорошенько, как написаны эти иероглифы. Докладываю великой императрице. Иероглифы действительно хороши. Я восхищаюсь. Разве не Чуханся подделал сутры? Но мигрень великой императрицы излечилась. Не слишком ли это совпадение? Мои махинации с книгами не так-то просто заметить. Не каждый сможет их разглядеть. Если разоблачить использование Муцзиньжоу, сильно действующих лекарств для императрицы, весь дворец Хань окажется под ударом. На этот раз Муцзиньжоу слишком легко отделалась. Приветствую, Ваше Величество. Ваше Величество, есть дело об убийстве, связанное с князем Хань. Я не осмелился решать самостоятельно и пришел доложить вам. Ваше Величество, покойный Сун Тинью 5 дней назад был арестован по обвинению княгини Хань в мошенничестве с приданым. Вчера он покончил с собой в тюрьме, оставив кровавое письмо, где заявляет, что ребенок княгини Хань. Его. Что здесь происходит? Отец. Ваше Величество. Позвольте мне, ваша покорная слуга, рассказать об этом. Говори. Ваша покорная слуга приветствует Ваше Величество.
Мулань, Муюнилань. Госпожа Налань оказалась матерью Чу Хансяо, наложницей Д. Я пришла, чтобы сообщить вам радостную весть. Какую же? В нашей императорской семье наконец-то родилась девочка. Правда? 1000 раз правда. 5 лет назад. Юнилань родила двойню, мальчика и девочку, но один старый монах сказал, что судьба Сяа-Эр вступает в конфликт с детской. Чтобы защитить детей, им нужно было избегать княгини. Только после того, как детям исполнится 5 лет, можно будет сблизиться. Поэтому Сяа-Эр никому не говорила. Сейчас детям уже исполнилось 5 лет. И только теперь Сяа-Эр полностью успокоилась и рассказала мне. А где же дети? Ждут за пределами зала. Безобразие. Вы что, хотите, чтобы они на солнце сгорели? Быстрее. Введите их. Ваш сын приветствует отца императора. Баба, Чжоу-Чжоу. Скорее поприветствуйте дедушку императора. Приветствуем дедушку императора. Не надо. Ой, мои малыши, идите сюда, мои маленькие сокровища. К дедушке-императору. Говорят, императорская семья одержима желанием иметь девочку, и это правда. Дедушка император, вы такой величественный. Да. Ну, ничего себе. Дедушка император, мама говорила, что ты большой дракон. Самый могущественный. Ваше Величество, происхождение этих детей все еще вызывает сомнения. Сначала нужно прояснить этот вопрос. Покойный император говорил мне, дочери императорской семьи драгоценны на их теле. Обязательно останется знак рода Чу. Отец, вы правы. На пояснице есть родимое пятно в форме луны. Верно. Это драгоценная родинка нашего старого рода Чу. Хорошо. Теперь у Чу Ханся. Внезапно появились дочери, да еще счастливые двойняшки. Для меня это огромная угроза. Поздравляю, Ваше Величество. Эй, нет-нет, малыш. Это жемчужина твердая. Осторожно, не повреди свои молочные зубки. Дедушка император, когда я тебя увижу, меня убьют. Как убьют? Ну убьют, вот так. Кто тебе это сказал? Они говорят, что баба и сестренка. Дети без отца. И еще что, как только дедушка император нас увидит, он прикажет нас убить. Дедушка император, у нас есть мама и папа, мы не бездомные дикие дети. Ваше Величество, ваш слуга также заботится о чистоте крови наследника престола, поэтому я даю тебе время на тщательное расследование. Когда все прояснится. Когда извне перестанут обсуждать моего внука. И внучку, тогда ты вернешься с докладом. Только что император наедине. Оставил наследного принца и Чухансяо. Мое сердце неспокойно. Матушка, отец только что издал указ, повелевая мне отправиться в Лочин для борьбы с эпидемией и оказания помощи пострадавшим. Времени мало, я скажу пару слов и уйду. Что? Юнь-Лань, ты и дети, берегите себя в Шанзине. Хорошо. Юнь-Лань, вот. Возьми. Это баба специально для тебя. Матушка, я ухожу. Будь предельно осторожен, эпидемия, не шутки. Но. Чухансяо.
Времени было слишком мало, не успел подготовить что-то еще. Придется обойтись этим. С тобой ничего не должно случиться. Ведь в будущем тебе предстоит строить счастливую жизнь для меня и детей. Не волнуйся. Что он делает? Может, есть что-то, что неудобно сказать прямо, и он передает это действием. Оставлял мне записки и прочее. Я ухожу. Береги себя. Ладно. Нет записки. Может, что-то другое. Нет, что он хочет мне намекнуть. Сначала исключаем Чу Хансяо. Как вариант симпатии ко мне. Что еще он хотел сказать? Неужели у меня на лице что-то есть? Ничего нет же. Сейчас главное, важное дело. Болезнь очень заразна, нужно срочно приготовить лекарство. И отнести Чу Хансяо. Госпожа, слухи о том, что вы, хозяйка Чжуингэ, уже разошлись. Народ обсуждает, передают из уст в уста. Вас даже назвали божественным врачом, говорят. Эту болезнь в Лочине никто не вылечит. Но если вы возьметесь, То обязательно излечите. Принцесса, придворный слуга передает. Императрица-мать приказывает вам немедленно явиться во дворец. Внучка приветствует бабушку-императрицу. Встань, Юньлань. Я слышала. Ты знаешь, как лечить эпидемию? Сестра, ведь ты. Правнучка призрачного рук-врача, умоляю, действуй скорее. Спаси несчастных людей. Я и так собиралась действовать, но добровольно и по принуждению. Совсем разные вещи. Му Цзиньжоу встала на высшую моральную точку, выпрашивая помощи для пострадавших. Если я не вылечу, стану преступницей. И даже погибну. Если не пойду. Народ решит, что я бросила их умирать, и репутация будет разрушена. Какая коварная ловушка. Бабушка, я. Если тебе жаль пострадавших в Лочине, иди сама. Наследная принцесса Д, как вы сюда попали? Приветствую императрицу-мать. Встань. Я не знаю, какая тварь. Назвала Юньлань способной лечить эпидемию божественным врачом. Разве это не злой умысел? Наследная принцесса Д перед императрицей такие слова. Не слишком ли вульгарны? Я родом из селяна, характер грубый, не для светских приемов. К тому же, тебе, наложнице, не место судить. Я говорила про тварь, не про тебя. Чего суетишься? Император прибывает. матушка, о сегодняшнем деле я уже знаю. Считаю, это все же неуместно. Отец, невестка готова отправиться в Лочин. Как жена члена императорской семьи, я должна заботиться о спокойствии Дачжоу. Внести свой вклад. Но невестка не волшебница и не сталкивалась с эпидемией. Однако ради жителей Лочина готова попытаться. Хорошо, передайте указ. Принцесса Хань, проявив мудрость, добровольно вызвалась в Лочин. Для помощи народу дарю золотую медаль с драконом. Видеть ее, как видеть императора. Все провинции должны сотрудничать, а слушавшихся казнить. Благодарю, отец. Кстати, сестра тоже очень беспокоится о бедствующих в Лочине.
Может, поедем вместе? Я ранена и должна ухаживать за императрицей-матерью. Боюсь, не смогу поехать с сестрой. Очень жаль. Кстати, когда сестра выходила замуж, приданого было много. Может, часть пожертвуем на лекарства для бедных? Не жалко ли сестре? Слышала, у тебя 80 сундуков приданого. Так отдай половину. Да. Принц Хань и принцесса отдают все силы Лочину. Ты, наложница, не должна оставаться в стороне. Будешь молиться на коленях по 4 часа в день, благословляя их, пока они не вернутся невредимыми. Благодарю за милость. Третий брат, кажется, мне конец. Не болтай ерунды. Брат, ущипни меня, у меня галлюцинации. Вижу третью невестку. Юньлань. Тебе не место здесь. Проглоти. Невестка, я сам. Лекарство не поможет. Нет-нет, невестка, посмотри еще раз. Думаю, меня еще можно спасти. Я имею в виду, надо пить. Кстати, тот сундучок с карпами, что баба отдал. Вы использовали, что внутри? Это. Давай. Оказывается, в сундучке секрет. Брат, мы дураки. Стой. Я говорил, почему сундучок такой тяжелый? Хотел открыть, но брат не дал. Сказал, баба рассердится. Спи уже. Юньлань, в Лочине сейчас опасно. Уезжай скорее. Я уеду. А ты? В Лочине должен остаться кто-то. Итак, ты планируешь погибнуть вместе с Лочином? Хорошо, великий принц Хань. Ты можешь оставаться и защищать свой Лочин. Что до меня, не беспокойся. Юньлань, здесь слишком опасно. Если с тобой что-то случится, как быть с Баба и Джаджоу? Ты еще помнишь о Баба и Чжачжоу? Если ты умрешь, как я им это объясню? Это ведьма Му Юньлань. Едва появилась, как хочет сжечь наших родных. Врывайтесь и убейте ее. Принц Хань закрыл ворота, отрезав нам путь к спасению. Принцесса Хань пришла и увезла наших больных, чтобы сжечь. Что мы сделали не так? Врывайтесь, хватайте тех, кто нас губит. Заставьте их заплатить. Кто тут бунтует? Выволочь и казнить. С земли человек, которого я случайно спас. Мастер боевых искусств, работает быстро. Оставил при себе. Каждый лоходе. Если Му Юньлань только приедет, сразу убьет несколько беженцев, а лекарств от чумы. Не предоставит эти беженцы. Разорвут ее на части. Тогда я смогу выполнить задание наследного принца. Принцесса Хань, вы увезли Тяжелобольных, чтобы сжечь и покончить с этим. Отпустите наших родных. Верните нам наших родных. Я приказал отправить тяжелобольных во двор для лечения. Вы думали, я хотел их сжечь? Разве нет?
В таком случае, пойдемте со мной и посмотрим, какая правда. Отец, разве ты не был болен и не мог встать с постели? Как ты вдруг выздоровел? Принц и принцесса Добры отвезли нас лечиться. И дали лекарство бесплатно. Принцесса, простите, мы вас неправильно поняли. Принцесса, простите, мы вас неправильно поняли. Устроили беспорядки и думаете сбежать. Принцесса, это он все кричал. Что вы сожжете наших родных, вот мы и ошиблись. Зенли уведи, допроси хорошенько. Ваша светлость, все беженцы поправились. Благодарим вас и принцессу. Бежим. Как обстановка снаружи? Не беспокойся, все в порядке. Тогда я. Помедленнее. Сначала поешь, потом поспишь. Я уже соскучился по Баба и Чжоу-Чжоу. Как только закончим дела в Лочине, сразу поедем. За Баба и Чжоу. Хорошо. Бедствие в Лочине усмирено. Сегодня я и принцесса уезжаем. Желаю вам спокойно восстановить Лочин. До скорой встречи. Да здравствует князь Хань. Князь. Мы просто обычные супруги. Впредь не вытирай мне волосы. Супружеские отношения. Понял, Юньлань. Доброе утро.
князь, хотя в почтовой станции только одна комната. Но учитывая, что мы просто супруги, следует соблюдать базовые принципы: одна комната, разные кровати. Одна кровать, разные одеяла. Принцесса права. Я виноват. Учитывая, что это в первый раз, прощаю. В следующий раз. Обязательно будь осторожнее. Хорошо, запомнил. Могла бы принцесса поднять голову? Чтобы я мог высвободить руку? Не имеет. И еще, не могла бы принцесса поднять ногу? У меня тоже нога затекла. Иди умывайся, я приготовлю завтрак. Третий брат, ты и третья невестка. Вы. Особые обстоятельства. Эх, все ясно. Третий брат, 5 лет прошло. Наконец-то ты дождался своего счастья. Поздравляю, поздравляю. Князь Хань и принцесса Хань отличились в борьбе с эпидемией. Император устраивает дворцовый пир. В честь возвращения княжеской четы. Баба, Чжоу-Чжоу, не торопитесь. Папа и мама уже почти здесь. Поболтаем. Мама. Осторожнее, осторожнее, смотри на ступеньки. Мама, Чжоу-Чжоу, я так по тебе скучала. Я так по тебе скучала. Я тоже по вам скучала. Идем. Папа тебя тоже обнимет, Чжоу-Чжоу. Хорошо. Ой, колется. Третий, что ты делаешь? Смотри, ты уколол мою милую внучку. Идем. Поклонись отцу-императору. Хорошо, вы трудились, садитесь. Третий брат, с твоей супругой вы покинули столицу. Отец очень беспокоился. Не ожидали, что вы так скоро вернетесь. По пути. Вас, наверное, мудрецы направляли. Одной фразой о помощи мудрецов принц хочет стереть все заслуги Чу Хансяо. Мечтать. Отец император. Отец, вы не знаете, как тяжело было в Лочине. Да, Да, да. Вы действительно потрудились. Отец, я говорю не о нас, а о жителях Лочина. Отец, из-за наводнения в Лочине кто-то присвоил серебро для помощи. Люди остались без еды и крова, меняли детей на еду. Вспыхнула эпидемия, множество погибших. Вот как было. Такое еще бывает. Отец, тот человек, не только бросил людей на произвол судьбы, но и подстрекал их, мешая нам с князем помогать. Удалось выяснить, кто это. это и есть наследный принц. Так это наследный принц. Отец, несправедливо. Третий брат, у тебя есть доказательства клеветы. Ваши советники все признали, наследный принц. Отец. Серебро для помощи сейчас в Восточном дворце. Это... Отец-император, вот это наследный принц. Стража, немедленно обыскать Восточный дворец, найти серебро, арестовать наследного принца. Заключить под стражу в Восточном дворце, без указа не выходить. Отец, нельзя так со мной поступать. Отец, я понял свою ошибку. Отец, князь Хань, вы двое помогли в бедствии и раскрыли правду. Будете награждены. Отец, мне не нужна награда. Лишь бы дело в Лочине. Стало уроком для чиновников. Чтобы такие страдания.
больше не выпадали на долю народа Чжоу. Баба тоже помогал. Все эти годы я воспитывал наследного принца. А Сиоэр упустил из виду. Идем. Осторожнее. Баба и Чучжоу уснули. Отнесите их в Ланьцзуйцюй, аккуратно. Есть. Князь. Прочь с дороги. Князь, я каждый день молилась. Молю, чтобы вы с принцессой благополучно вернулись, и теперь моя мечта сбылась. Я безмерно благодарна. Пошли. Отныне я каждый день буду молиться и благодарить Будду за это. Настоящая принцесса. Настоящая принцесса. А где князь? Князь и принцесса уже давно вернулись в Ланьцуйцюй. Это как с бритвой в монастырь приехать. Сама напросилась на унижение. Папа такой крутой. Иди сюда, Чжоу. Баба, все в порядке. 3 великих мастера боевых искусств, не пора ли нам завтракать? Мамочка. Папа, а можно ты обнимешь мамочку и будешь драться? Конечно, можно. Какое еще можно? Нельзя. Папа такой крутой. Чуханься, не балуйся, спусти меня. Разве принцесса только что не сказала, что я не способен? Ладно, ладно, ты способен, нет никого способнее тебя, удовлетворена. Быстро спусти меня вниз. Ты же способен. С тех пор, как появились эти 2 ублюдка. Князь полностью забыл про меня. Тетушка права, мне нужно как можно скорее вступить в близкие отношения с князем. Стоит мне забеременеть, и я точно смогу завоевать сердце князя. Я приветствую князя и принцессу. Жуин, отведи 2 маленьких господ. Вниз и переодень их. Зачем ты пришла? Князь. Отправить старшую сестру в Лоян — это я не продумала все как следует. Хотя и хотела спасти жителей Лояна. Я забыла позаботиться о безопасности старшей сестры. Прошу князя и старшую сестру дать мне возможность загладить свою вину. Как же сестра собирается загладить вину? В этом списке все мое имущество. Я готова отдать его и подарить старшей сестре. Князь, что вы думаете? Я не люблю шума, отныне без моего приказа. Тебе больше не нужно приходить в Ланьцуйцюй. Князь. Уходи. Да. Я уже так унизилась. Почему, князь? Все еще так холоден со мной? Это все из-за этой подлой Му Юньлань. Она наговорила князю про меня гадостей. Му Юньлань, если ты не даешь мне жить спокойно, и тебе не будет покоя. Сестра, счастливого пути не провожаю. Ванье, это Му Цзиньжоу все же красавица. Ванье совсем не умеет ценить красоту. Меня волнуют только те, кто мне дорог.
Остальным не нужно понимать, да и не хочу, чтобы понимали. Ванье, Ван Фэй. Старая госпожа из усадьбы Гагуна прислала сказать: «Госпожа Гагун нездорова. Просит Ван Фэй и Цифэй вернуться в усадьбу для ухода». Эта старая госпожа всегда не жаловала прежнюю хозяйку и ее мать. А теперь велит мне и Му Цзиньжоу вместе вернуться ухаживать. Посмотрим же, что она задумала. Иди осторожнее. Юньлань. Сестрица. Ванье, у Юньлань характер непростой. Не как у Цзиньжоу, кроткой и понимающей. О том, что было тогда. Эта старуха просит у вас прощения за нее. Только встретились и уже извиняются за меня. Бабушка прежней хозяйки. Уж больно любит брать вину на себя. Ван Фэй прекрасно. То, что было тогда, недоразумение. Не будем вспоминать. А что до Цифэй? Какое у нее право сравниваться с Ван Фэй? Отец, матушка, как она. Доченька. Докладываю Ван Фэй. Лекарь сказал, госпоже уже лучше, опасности нет. Отец, хоть я и замужем, но все же ваша дочь. Такая почтительность лишь отдаляет нас. Матушка, видите? Я же говорил, Юньлань, выйди замуж. Осталась нашей милой дочкой. А вы твердили, будто Юньлань не любит быть с нами близко. Велели держаться от нее подальше. Сестрица, узнав, что ты вернешься, старший брат всю ночь. Твою комнату вымыл трижды. И я тоже. Я всю ночь брился. Раз матушка нездорова, пойду сначала поклониться ей. Дочка, иди. Пойдем. Матушка, не волнуйся, все устроено. Беда, госпожа. Госпожа она. Кровь уходит, пульс едва бьется. Опоздай я на шаг. Мать прежней хозяйки была бы мертва. Странно. Я здесь уже некоторое время. Но за мной никто не пошел. И та мамушка. Будто нарочно, чтобы я не заметила в комнате неладное. Госпожа, как же ты ушла? Что ты делаешь? Осторожно. Госпожа. Юньлань. Что происходит? Матушка она. Как такое могло случиться? Врач только сегодня утром говорил, Что состояние матери улучшилось. Прошло всего несколько часов. Это старшая дочь. Это она убила госпожу. Наглость. Смеешь клеветать на княгиню? Жизни не дрожишь. Рабыня не лжет. Врач велел госпоже покой. Избегать сквозняков. Эта старшая дочь открыла окна. Потушила полынный окуриватель. Ты неблагодарная и непочтительная негодяйка. Как посмела совершить такое матереубийство? Это противно небесам. Ваша светлость, Му Юньлань совершила.
Скотский поступок. Она недостойна быть княгиней Хань. Пощадите ее жизнь, просто разведитесь с ней. Я отправлю ее в монастырь, пусть постится и молится, искупая грехи. Госпожа уже расписала мне конец, я вижу. Не вини бабушку в жестокости. Если тебя не обуздать, ты однажды натворишь непоправимое. Ваша светлость, я сейчас прикажу приготовить письменные принадлежности. Князь, должно быть, давно жаждет развода, да? Что ж, пусть это выглядит как правосудие превыше родства. Я никогда не знал, что такое правосудие превыше родства. Я знаю лишь родные важнее правды. Юньлань, я верю тебе. Госпожа, как же на самом деле умерла теща? Я сам разберусь. Если кто-то еще посмеет клеветать на княгиню, я не пощажу. Ты. Призрак. Матушка, госпожа. Юнилань. Матушка, это я. Моя Юнилань жива-здорова. Тогда Му Цзиньчжоу сказала, что Юнилань заперли в западном саду, что она жива, но как мертвая. Я думала, что погубила ее и потеряла волю к жизни. Желала лишь смерти. Госпожа, ты как? Я не умерла. Я жива. Разочаровала тебя. Однако, это болезнь. Многое мне прояснило. Мускус и эупатория, вместе работая, удваивают кровоостанавливающий эффект. Мое кровотечение долго не прекращалось. Твои благовония тут здорово постарались. Что вообще происходит? Господин, я слышала, что госпожа ночами не спит. Потому и велела служанкам сделать благовоние, чтобы успокоить ее сон. Какая эупатория? Я и не знаю, что это такое. Может, это врач, который лечил госпожу, подстроил все? Старший брат, второй брат. Пожалуйста, сходите вместе с Жуэн. И приведите врача, который лечил матушку. Хорошо. Ван Фэй, врач, лечивший госпожу Гугуна, уже покончил с собой, боясь наказания. Оставил лишь письмо с раскаянием. Оказывается, врач Фан домогался служанки. Госпожа застала его, он испугался, что она накажет. И тайно отравил ее. Какой мерзавец. Раз все это недоразумение, то забудем. Бабушка. Матушка, Лю допустила недосмотр, из-за чего госпожа чуть не погибла. Думаю, управление хозяйством следует вернуть в руки моей супруги. Отец Юньлань, прошу у тебя нескольких опытных матрон, чтобы помочь твоей матери. Конечно, я обязательно найду людей, чтобы хорошо помочь матери управлять внутренними делами. Убирайся в свой двор. Отныне постись и молись Будде. Молясь о благополучии госпожи. Что касается Цзиньчжоу, впредь строго соблюдай правила наложницы. Хорошо служи Вану и Ван Фэй. Без особой надобности не возвращайся в усадьбу Гугуна. Папа. Господин. Папа, ты отрекаешься от дочери. Когда ты упрямо решила выйти замуж в дом Ханьвана наложницей, я сказал, что с этой поры у меня нет такой дочери. Дочь. Господин, вы с детьми хорошо примите Вана. Я хочу поговорить с Юньлань по душам. Ван, прошу сюда.
Юнь-Лань, как ты жила эти годы? Матушка, не волнуйся, я жила хорошо. На этот раз дочь пришла к тебе, не взяв с собой Баба и Чучжоу. Через пару дней приведу их. Чтобы навестили свою бабушку. Баба и Чоу-Чоу. Это мои дети, мальчик и девочка-близнецы. Им уже 5 лет. Из-за несовместимости судеб с Ваном мне пришлось жить отдельно. Несколько лет с детьми в западном саду. Теперь судьбы детей окрепли и больше нет нужды избегать. Вот как. Неудивительно, что все эти годы о тебе не было вестей. Дочь моя. Ты столько настрадалась за эти 5 лет. Матушка, не волнуйся, все позади. Кстати, матушка, вы ведь ученица легендарного врача-призрака. Разбираясь в медицине и зная, что благовоние странное, почему не сказала раньше? Позволила наложнице Лю отравить себя. Когда мать уговорила тебя выйти замуж в княжескую усадьбу, но в брачную ночь. Тебя заперли в западном дворе, и я умоляла безрезультатно. Не было возможности спасти тебя, и я потеряла волю к жизни. Всей душой стремилась к смерти. Вот тогда наложница Лю и получила возможность. Мама. Сегодня, увидев, что с тобой все в порядке, Мое наболевшее сердце наконец успокоилось. мама, это я виновата, заставила тебя так переживать. Не волнуйся, сейчас у меня действительно все хорошо. Тебе нужно хорошо восстанавливать здоровье, быстрее поправляйся. Мне кажется, у наложницы Лю не хватило бы такой смелости. Это дело определенно связано с госпожой. Но почему мать только что остановила меня, не позволила углубиться? Твой отец очень почтителен. Я не хочу его затруднять, на этом и закончим. Если будет в следующий раз, я не оставлю это так просто. Му Юнь-Лань, я стала тобой. Отныне. Твоих близких я буду заботиться. Ванье. Мне кажется, ты сегодня какой-то не такой. Просто вдруг вспомнил жизнь в детстве во дворце. Императрица не любила ни наложницу, ни меня, поэтому мы с наложницей жили очень тяжело. Позже, когда я совершил военные подвиги, наложницу повысили до ранга феи, и жизнь постепенно наладилась. Неудивительно, что императрица велела жениться на Лучжоу, как на Ванже. Она хотела унизить тебя. Хотела, чтобы мы, сестры, враждовали и тем самым внести разлад в твой дом. Все прошло. Погоде, мы что-то не забыли. Что? Му Цзиньжоу. Когда мы возвращались. Ведь не велели позвать ее. Она все еще в усадьбе Гагуна. Ничего, дорогу она знает. Тогда не будем о ней думать. Сначала поедем во дворец. Заберем Баба и Чоу-Чоу. Иначе отец-император не отпустит их до вечера. Угу. Что за запах? Такой ароматный. Ванье сегодня устал, поскорее возвращайся отдыхать. Иди его пить не пора. Если хочешь пить, сначала выпей чаю, а потом уходи. На. Мамочка, у Чоу-Чоу ручки болят. Давай посмотрю. Потерпи немного. Баба, ты не пострадал. Братик, не бойся, Чоу-Чоу уже не больно. Мамочка. Ручка Чоу-Чоу.
Похоже на пампушку из фиолетового риса, посыпанную сахарной пудрой. Мамочка, это папа прогнал злых пчел. И спас Баба и Чоу-Чоу. Папа просто супер. Какие-то пчелки — ерунда. Хуацзянь, ты побудь с Баба и Чжоу-Чжоу. Я помогу Вану обработать раны. Где тебя ужалили? Во многих местах смотри. Дай посмотрю. Как же больно. Все, боль улетела. Извини. Привык утешать Чжоу-Чжоу. А эти пчелы, что это было? Неужели ты водил Баба и Чжоу-Чжоу? Разорять улей? Боюсь, кто-то намеренно завел пчел сюда. Что за запах? Такой ароматный. Присмотри за детьми, я пойду разберусь с одной личностью. Что ты делаешь? Я. Разобраться можно. Но не в пижаме же идти. Спасибо за напоминание. Сейчас Му Юньлань и те два отродья. Наверняка искусаны пчелами. Лучше бы серьезно, до смерти. Она невредима. Этот запах такой же, как я чувствовала в западном дворе. Значит, я ее не зря подозревала. Сестрица, что привело тебя сюда? Сегодня, увидев, что госпожа нездорова, сердце мое разрывается от боли. Думаю, сестрица тоже переживает за здоровье госпожи. И не может уснуть. Как раз собиралась сделать несколько ароматных мешочков для тебя. И только мешочки собралась подарить. Сестрица, у меня сейчас ничего ценного нет. Все, что было, я уже тебе отдала. Хотела бы подготовить щедрый подарок, да сил не хватает. Ошибаешься. Если у сестрицы есть желание, ты еще можешь для меня, княгиня, переписать сутры кровью. Хуацзянь. Все уже приготовила. Перепиши сутры кровью. Это и денег не стоит, и лучше покажет твою искренность. Распространение этой известий. Это пойдет только на пользу репутации моей сестры. Одним выстрелом убиваем сразу нескольких зайцев. Но что такое, сестра, мало? Нет, нет, не то. Если не мало, тогда иди переписывай сутры. Когда человек без дела сидит, он обязательно начнет что-то выдумывать, а это уже ведет к беде. Сестренка, ты лучше оставайся в павильоне Фанфэй и переписывай сутры. Спи, спи уже. Юньлань, ты вернулась? Это Чуханся. Действительно слишком балует детей. Я. Еще болит. Немного болит, но это ничего, я могу потерпеть. Князь довольно стойкий, но уже давно стемнело. Прошу вас, князь. Юньлань. Я лучше останусь здесь. Доброй ночи, князь. Юньлань. Я уже даже пальто снял, Юньлань.
Моя рана. Я сама сделала обезболивающую присыпку, не забудьте использовать ее, князь. Надо было притвориться без сознания, просчитался я. Рано или поздно я тебя разоблачу. Князь, принцесса сегодня приходила ко мне и попросила меня переписывать сутры кровью. Князь. Это бумага для переписывания сутр от старшей сестры принцессы, ее так много. Этого хватит, чтобы переписать сразу несколько сутр. Но ради князя и принцессы я готова переписывать сколько угодно. Раз так, то переписывай побольше. Жуин, принеси коробку бумаги. Отнеси ее в павильон Фанфей наложницы. Да. Князь. Мамочка, нужно завязать, иначе плохая пчела увидит. И снова прилетит ужалить Джаджоу. Хорошо, я сейчас завяжу. Готово. Принцесса Хан. Император приказал мне сопровождать 2 юных хозяек обратно во дворец. Ой, маленькая моя, что с тобой случилось? Только что пчела ужалила. Ой, какая эта безглазая пчела посмела. Посмела тронуть юную княжну. Посмотри, как ужалила, все распухло. Я сейчас же пошлю человека во дворец первым делом. Пусть люди из Тайюаня уже ждут нас. Не стоит так волноваться. Это моя обязанность. Раб удаляется. Госпожа, в павильоне Чуян произошла кража. Вор украл. Готовый снадобье со стойки и забрал также. Некоторые оборудование травы. Вероятно. Это дело рук завистливых конкурентов. Не волнуйся, мои снадобья не так просто скопировать. При неправильном применении выйдет себе же хуже. И еще кое-что. Напротив павильона Чуянь открылся новый павильон Фанфей. И, что удивительно, они тоже продают пилюли для осветления кожи. Их эффективность выше нашей, а цена ниже. Теперь все клиенты павильона Чуянь переметнулись к Фанфей. Сперва кража из Чуянь. А тут сразу Фанфей как из-под земли вырос. Тут что-то нечисто. Хуацзянь, скажи Цзинли. Пристально следить за павильоном Фанфей. О любых срочных делах сразу ко мне. Наследная принцесса, взгляни, что твой славный сын и невестка натворили с нашей любимой внучкой. Ваше Величество, вы это уже 30-40 раз повторили. К чему вы клоните? Сегодня Чжоу поранила руку. А завтра может и жизни угрожать опасность. Вот я и подумал. Ваше Величество хочет забрать Баба и Чжоу во дворец на воспитание. Забудьте. Дети еще малы, им мать нужна. Тогда переселим в дворец Юньлань. Ваше Величество, вы что, забыли? О нашем сыне Сяэре? Простите, князь. Обычно я не смеюсь, если только уж очень смешно. Но злорадство в твоих глазах не так выражается. Какое злорадство. Чистейшая искренность. Незаметно. Князь, княгиня, император требует вашего присутствия. Сын и невестка приветствуют императора. Приветствую матушку. Мама, мама. Мама, смотри на ручку Чоу-Чоу. Уже не фиолетовая булочка, а беленький кролик. Отец, сегодня мы с князем пришли. Не только забрать Баба и Чжоу, но и принести вам подарок. Чжоу знает, это штука для рта и рук. Нет, сестренка, это медицинские записи святого целителя. Пойдемте, бабушка покажет вам пионы. Бабушка, осторожно, злые пчелы. Они сильные. Могут и твои ручки в булочки превратить. Хорошо. Если злые пчелы посмеют прилететь, бабушка хлестнет их кнутом. Пошли.
Будь умницей. Юнилань, этот манускрипт принадлежит твоему наставнику, призрачному руке, святому врачу. Это можно считать семейной реликвией. Не нужно отдавать его во дворец. Отец, после помощи пострадавшим в Лочине, я поняла. Силы одного человека ограничены. И число людей, которым можно помочь, тоже ограничено. Лучше преподнести этот манускрипт вам, отец, чтобы вы распространили рецепты по всей стране, принеся пользу народу Чжоу. Если распространить повсюду, то преимущество школы призрачного врача исчезнет. Отец. Медицина учит, лишь бы в мире не было болезней и страданий. Пусть лучше лекарства на полках покроются пылью. Таково и мое желание. Хорошо, Юнилань. Третьему принцу повезло, что он женился на тебе. Отец прав. На сегодняшнем дворцовом пиру все могут чувствовать себя свободно. Да. Ваше Величество, я хочу обвинить холодного князя и княгиню Хань. Ваше Величество, недавно в городе открылся новый магазин Фанфейга, продающий лекарства. Идентичные Чжуиньгэ, но на 20% дешевле. Это доказывает, что магазин Чжуиньгэ открытый княгине Хань. Взвинчивает цены и обманывает жен и дочерей чиновников. Княгине Хань не возбраняется хотеть заработать. Но нельзя же считать нас дураками. Да, одинаковые товары. Одинаковый эффект, а Чжуиньгэ на целых 20% дороже Фанфейга. Отец. В бизнесе я придерживаюсь принципа «какова цена, таков и товар». Все лекарства, продающиеся в Чжуиньгэ, не так-то просто подделать. Ваше Величество, я верю княгине Хань. Видимо. Желающих переплачивать, чтобы пустить пыль в глаза, немало. Посмотрите на лицо жены министра уголовных наказаний. Как чешется. Срочно позовите врача. Ваше Величество, на лицах пострадавших дам и девиц обнаружена пудра, которая очищает и отбеливает кожу. Однако, в ней содержится много свинцовых белил. Выпитое вино активировало действие, вызвав аллергическую реакцию. Это те товары, что продает Фанфейга. Это точно Фанфейга. Прошу Ваше Величество строго проверить Фанфейга, чтобы больше женщин не пострадало. Ваше Величество, у клиентов Фанфейга, использовавших их товары, появились красные пятна на лице, боли в животе, рвота и ряд других неприятных симптомов. Люди в ярости. Разгромили Фанфейга и сейчас бунтуют снаружи. Прикажите командиру дворцовой стражи обыскать Фанфейга. Государь, все это было найдено в павильоне Фанфей. Юнилань, взгляни-ка на эти вещи. Что в них не так? Слушаюсь. Эти снадобья приготовлены из низкокачественных трав и, чтобы усилить действие, в них добавили средства, истощающие жизненные силы. При длительном приеме внешний человек расцветает, но на самом деле подрывает собственное здоровье. Государь, пощадите. Павильон Фанфей открыла не я, а это наложница Му. Рецепт дала она, и серебро тоже ее. Нет, нет, государь, клянусь, это не я. Стража, уведите этого обманщика и допросите со всей строгостью. Что касается Му Цзиньжоу. Отец. Му Цзиньжоу, будучи моей наложницей, не раз проявляла непочтение к княгине и сеяла раздор. А теперь из ревности устроила такой беспорядок. Я отказываюсь от нее. Ван, вы не можете так поступить с вашей покорной служанкой. Ван. Чу Хансяо хочет отречься от Му Цзиньжоу. Государь, Цзиньжоу на этот раз сильно провинилась. Но если бы не она когда-то поднесла чудодейственное средство, возможно, я до сих пор лежала бы больная. Думаю, на этот раз ее можно простить. Отец, Му Цзиньжоу ни в коем случае нельзя прощать. Ваш сын приветствует отца и августейшую бабушку. Августейшая бабушка, у Минфэй есть важное дело. Дело серьезное, о котором нужно доложить. Внучка сегодня встретила человека, продающего пилюли от головной боли, точно такие же, как
Те, что принимаете вы. В них добавлен порошок дурмана и много средств, истощающих кровь и энергию. Хотя действует быстро. Но долгий прием опустошает тело. И даже может привести к слабоумию. Докладываю, государыня, лекарство действительно такое же, как ваше. Презренная служанка. Ты знаешь, что покушение на государыню-мать карается истреблением 9 колен рода. Нет, не я, государыня. Я не знала, что с лекарством что-то не так. Клянусь, не знала. Августейшая бабушка, действительно нельзя. Во всем винить наложницу Му. Лекарство было тщательно приготовлено. В него добавили много ароматических веществ, маскирующих запах трав. Вероятно, поэтому даже главный лекарь Чжан не обнаружил проблемы с пилюлями. Му Цзиньчжоу, ради почтения к герцогу Сю. Я могу пощадить тебе жизнь, но смертной казни избежишь, а наказания нет. Стража, выведите Му Цзиньчжоу из зала и накажите 80 ударами палок. С сегодняшнего дня изгоняется из дворца князя Хань. Уведите ее. Государь, на меня покушались, я чуть не лишилась жизни. Только Цзиньчжоу наказать. Матушка, говорили, что князь Хань и его супруга плохо воспитывают. Пусть перепишут 10 свитков сутр, а жалование на полмесяца лишат. Ваше Величество. Матушка, не нужно за них просить. Это уже особая милость, легче наказать нельзя. Сейчас влияние князя Хана все растет, если в будущем он зайдет на престол. Он меня точно не пощадит, надо быстрее придумать. Как бы императору уговорить снять с наследника домашний арест? Министр наказаний не раз распространял ложные слухи. Очернял доброе имя княгини Хань – это отвратительно. Лишить его чиновничьей одежды и сослать на границу. Ваше Величество, пощадите, Ваше Величество. Ваше Величество, увести его. Пощадите, Ваше Величество, пощадите. Вы тоже садитесь. Да. Давай. На этот раз спасибо, невестка, что выручила. Сноха – это все заслуга третьего брата. Он обнаружил проблему с лекарством и велел мне с князем Ань расследовать. Ты такую шумиху поднял. Лишь чтобы выгнать Му Цзиньчжоу из дворца. Без нее я смогу с княгиней быть вместе навсегда, только вдвоем. Му Юньлань, ты стерва. Сестренка хочет языком почесать, чеши. Ведь тебя скоро отправят в монастырь Цзичжао. К лампадам и древним Буддам в компанию. Отец не позволит тебе так поступить. К сожалению, это решение именно отец принял. Не может быть, бабушка меня спасет. Старая госпожа от гнева рассудок потеряла. Сейчас в своем дворе лечится. Му Юньлань, ты стерва. Му Юньлань, знаешь, почему я тебя так ненавижу? Ведь мы одинаково, дочери отца, но почему? Почему ты за князя Хана вышла? А я за какого-то бедного ученого. Мой брак с князем Ханом. Покойным императором дарован, не отец мне выхлопотал. Тот бедный ученый, о котором говоришь, ты его совсем не знаешь. Какой-то обнищавший неудачник, даже поесть ни на что. Что в нем узнавать? Ты не слышала. Вчера он на экзаменах отличился и красавицу жену взял. Сейчас в полном расцвете сил. Не может быть, как возможно. Отец знал, что ты гордая, поэтому долго выбирал. Именно этого ученого выбрал, ибо будущее у него светлое. Да и родители его умерли. Выйдешь замуж, сразу хозяйкой станешь. К тому же он покладистый, примет все твои недостатки. Жаль только, что ты так близорука. Отказалась от такой прекрасной партии, чтобы стать наложницей в чужом доме. Ты лжешь мне, ты лжешь.
Мой Юньлань тебя тоже постигнет. Такая же участь, как меня сегодня. Нет, тебе будет гораздо хуже, в 100 раз хуже, чем мне. Чу Хансяо тебя бросит. А те 2 твоих несчастных отродья умрут без места для погребения. Сестричка, ты слишком шумная. Раз так, лучше больше не говори. Жарко, я тебя обмахиваю. Когда князь стал таким заботливым? А когда я им не был? Я пойду вперед и буду ждать тебя. Юньлань. Отец знает, что на этот раз защита Цзиньчжоу. Несправедливо по отношению к тебе, но она все же моя дочь. Я не могу просто смотреть, как она погибает. Если однажды тебе понадобится помощь, отец, даже ценой своей жизни, обязательно защитит тебя. Отец, я не хочу, чтобы ты жертвовал жизнью. Я лишь хочу, чтобы ты был в безопасности и жил долго. Му Цинфэн, пойдем. Юньлань, уже поздно, тебе тоже пора возвращаться. Не заставляй его высочество долго ждать. Хорошо. Такой уже взрослый, а плачешь перед дочерью. Какой беспорядок, право. Эй-эй-эй, помягче, а то руку заболят. Старший брат, второй брат. Сестричка. Мы тебя проводим. Хорошо, спасибо, старший брат, второй брат. Это Только что ждал входа, встретил старика, продающего цветы. Подумал, тебе понравится, купил и дарю тебе. мне действительно нравится, спасибо. Кстати говоря, хотя северная граница сурова и холодна, но на северо-востоке, когда идет снег и все сковано льдом на тысячи ли. Если повезет, можно встретить снежный лотос. Юньлань, ты согласна поехать со мной? Ничего, если не нравится, мы можем взять Баба и Чжоу-Чжоу и поехать в долину бабочек в Баюэ. Во время цветения бабочки порхают, невероятно красиво. Чу Хансяо. Что же ты на самом деле хочешь сказать? Я хочу рука об руку с тобой увидеть все великолепие мира. Согласна ли ты? Потом посмотрим. Впереди много времени, будем планировать не спеша. Юньлань, осторожно. Что такое? Я чувствую. С Баба и Чжоу-Чжоу, кажется, что-то случилось. Ваше высочество, госпожа, из дворца пришло известие. Малолетний князь. Сегодня, любуясь цветами, случайно упал в воду, высокая температура не спадает. Слушайте, если не вылечите баба, я сниму с вас головы. Братик. Мама. Иди сюда. Мама. Баба, мама здесь. Чжоу-Чжоу подует братику. Братик, не бойся, у Чжоу-Чжоу много сил. Чжоу-Чжоу защитит братика, хорошо. Отец, матушка, из-за чего Баба упал в воду. Баба и Чжоу-Чжоу любовались цветами у воды. Неожиданно плитка у пруда ослабла, только Баба подошел и поскользнулся, упав в воду. Отец, если бы не высочайшее мастерство Юньланя. Боюсь, сегодня Баба. Это дело. Я обязательно тщательно расследую, чтобы добиться справедливости для Баба.
Немедленно допросите всех придворных, которые сегодня присматривали за Баба и Чоу-Чоу. а также всех, кто в последнее время бывал у Лотосового пруда. Отец, что случилось? Прошлой ночью тебя чуть не прикончили. Еле выжил, и все еще не собираешься сознаться. Наследный принц дал мне, рабу, немного серебра. Велел ослабить плитку у пруда. После этого наследный принц даже послал убить меня, раба, чтобы замолчать. Я прыгнул в пруд. И только так спас жизнь. Дерзкий негодяй. Кто велел тебе клеветать на меня, наследного принца? Ханьван или его супруга? Государь, раб говорит чистую правду. Это наградное серебро, которое наследный принц дал рабу. Проверьте в судной кассе. И сразу станет ясно, чьих рук дело. Вот так наследный принц. Вдовствующая императрица, ценя твою почтительность, просила меня выпустить тебя из Восточного дворца. Прошло всего несколько дней, а ты уже осмелился поднять руку на моего внука. Отец, я, ваш сын, я. Вдовствующая императрица прибыла. Что здесь происходит? Какая обстановка? Вдовствующая императрица прибыла как раз вовремя. Я лишаю его титула наследного принца. Отец, вы не можете лишить меня, вашего сына, титула. Это бабушка сказала мне, что двое детей Чуханся – мое самое большое препятствие. Она велела мне по плану избавиться от них. Все это приказала мне сделать бабушка-императрица. Замолчи. Что ты несешь, наследный принц? Государь. Наследный принц, видимо, потерял рассудок. Чтобы оправдаться, он взвалил всю вину на меня, вдовствующую императрицу. Отец, няня Гуй, свидетель. Она все знает. Вдовствующая императрица, спасите меня. Если не сознаешься сейчас, я убью тебя на месте. Нет, не надо. Да, я скажу. Да, это вдовствующая императрица приказала передать наследному принцу, чтобы он по плану избавился от двух маленьких господ. Государь, эта старая злобная служанка явно действует по чему-то указу. Вот и клевещет на меня, вдовствующую императрицу. Государь, хоть я и не твоя родная мать, но ведь я растила тебя столько лет. Неужели ты мне не веришь? Вдовствующая императрица. Баба и Чжоу-Чжоу, близнецы, дракон и феникс. Это доброе предзнаменование для нашей великой династии Чжоу. Кто посмеет тронуть их? Я никого не пощажу. Твое здоровье не важно. Оставайся во дворце. Спокойно проведи остаток лет. Эй, проводите вдовствующую императрицу во дворец. Без моего разрешения никто не смеет входить или выходить из дворца Циань. Государь. Государь, ты не можешь так поступить со мной, вдовствующей императрицей. Нельзя. Наследный принц, причинивший вред императорским потомкам, недостоин своего сана. Сегодня Лишаю его титула наследного принца, разжалую в простолюдины и заключаю в тюрьму управления императорского клана пожизненно. Слышал, у вдовствующей императрицы в последнее время часто болит голова, мучается невыносимо. Врачи говорят, жить осталось недолго. А наследный принц с тех пор, как был разжалован и заточен в управление императорского клана. Совсем спятил. Как же приятно. Посметь тронуть моих детей, вот тебе расплата. Кстати, как дела в усадьбе герцога? С той поры старуха-хозяйка впала в беспамятство, каждый день кричит, что хочет плыть на лодке искать своего младшего сына. Вчера, не выдержав, потеряла сознание. Лекарь сказал, надежды на пробуждение нет. Теперь она ничем не отличается от живого мертвеца. Идем. Юньлань, теперь все дела улажены, только наш брак еще не решен. Какой брак? Я все еще должен тебе официальную свадьбу. Хочу восполнить. Чу Хансяо, ты серьезно? Да. Ты мне нравишься. Я хочу быть с тобой всегда.
Хочу дать нам счастливый конец. Поклон небу и земле. Поклон родителям. Поклон друг другу. Церемония завершена. Папочка может поцеловать мамочку. Поцелуй. 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 Целуется, целуется.